Всем привет! Сегодня на видеообзоре интересная камера, как по мне, думаю, многим также будет интересно, кто увлекается темой видеонаблюдения, ну и тем, кому нужна, кто ищет камеру с очень широким углом. Заявлено 180 градусов. Данную камеру вы можете уже приобрести в Украине в магазине SmartHat, также на AliExpress, магазин Unbiax. Заходите, смотрите, кому где удобней. Кто не хочет ждать, можно уже заказать ее в Украине. Комплект стандартный и по зеленой инструкции, да и по QR-коду на коробке, на упаковке мы можем понять, что это камера ICC. Это XMI-евская камера с улучшенными возможностями, так сказать. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Вот такой вот вариант. Камера широкая, с заклеенной мордой. И можно видеть сразу на ее борту две камеры, расположенные под определенным углом. 4 линзованных ИК LED светодиода ночной подсветки, то есть могут светить и инфракрасным светом, и белым LED светом. Все, имеется 3 ночных режима, как по стандарту. Камера полностью стандартная ICC, ICC Pro, XMI, XMI Pro камера, которую вы привыкли видеть. Имеет Wi-Fi, имеет карту памяти, слот под карту памяти, имеет динамик, имеет микрофон. Аудио двухстороннее с камеры. Wi-Fi, одна антенна подключена. И скорее всего, ну да, какая-то одна из них. Корпус довольно-таки прочный, пластиковый, проверенный временем корпус. Кронштейн удобный для регулировки. Отпускаем гайку и меняем угол как хотим. В зависимости, который вам нужен. Зажимаем и фиксируем. Камера также может работать по кабелю. Питание 12 вольт, по Wi-Fi или же по кабелю. Как захотите, так камера и работает. Есть вариант заказать с 2-мегапиксельными матрицами. Есть вариант заказать с 4-мегапиксельными. Опять же, продавцы позиционируют ее как 4 и 8-мегапиксельная. То есть приплюсовывают 2 плюс 2 4 или 4 плюс 4 8. Конечно, для лучшей детализации нужно брать камеры уже с большим разрешением. 4 мегапикселя по 4. В данном варианте у нас камера на обзоре. Ее модель EWN4D2J. И вот разрешение 4 мегапикселя. Питание 12 вольт. Тут, наверное, по стандарту имеем слот под карту памяти, кнопку сброса к заводским установкам. В случае вдруг или пароль забыли, или просто камеру начало что-то происходить с ней. Это камера, IP-камера, как компьютер. Иногда требуется ее перезагрузка. Тут также красиво все выполнено. Кнопка, слот и очень таки прикольно прокладка. Прокладка и дорожка такая вот сделана из пластика. То есть здесь герметизация полностью вся учитана. По идее камера, ну да, имеет 2 разных модуля, на которых установлены объективы, ИК-фильтры день-ночь. А уже сходится информация с этих модулей на другой модуль с процессором, на котором идет обработка всего материала, склейка панорамной картинки, ну и дальнейшие варианты. Заявлено, что имеется возможность просмотра картинка в картинке каждой камеры по отдельности. Ну, дальше посмотрим, потому что я еще ее не подключал. При вас все буду делать. Сейчас давайте заглянем внутрь, посмотрим, что там. Мощный такой козырек, похожий на тазик. И камера, в общем-то, смотрите, как они прикольно уже делают. Нигде нету доступа к винтам. Винты нигде ниоткуда не торчат. Все залито. Ну, а где оно все находится? Скорее всего, вот под этой накладкой. Которая легко снимается. Такая из рояльного лака, которая, если ее долго тереть, то можно царапин натереть. И вот они, 4 винта, которые откручиваются и извлекаются внутренности камеры полностью на вот этом вот блочке. Так и есть. Корпус далее пустой. Одна антенна подключена
вот это вот правая. Динамик видно залит силиконом, пакетик с силикогелем. Все эти моменты. И все остальное вот здесь. Все разборно. Отключаем разъемы, и камера у нас полностью в руках. Помодульно снимаем и разбираем, и что нужно в случае чего меняем. Вон эти два как раз модуля отдельных, о которых я вам говорю. Одна камера, вторая камера. Шлейфы. И приходит информация на большой модуль с процессором, где происходит обработка. Тут же установлен слот под карту памяти. По кругу прокладка герметизирующая. Все плотно. То есть каких-то моментов я негативных пока не замечаю. По сборке камера отличная. Поддерживаются по стандарту карты памяти до 128 гигабайт. Ставлю на 32. Можете заказать уже на странице продавца. В комплекте он вам положит карту емкостью, которую вы заказали. Соответственно, будет комплект карта плюс камера дороже на цену карты памяти. В данном случае карта памяти у нас выступает как обычным хранилищем. Без карты памяти камере негде будет хранить видео и аудио. Знаем, что это IP-камера, и можем мы с нее хранить данные на компьютере в папке в программе CMS. Видео по CMS я вам делал, это клиент для XMI-евских камер, ICC, XMI. Также можем ее подключить к видеорегистратору XMI-евскому, и далее посмотрим, как это будет работать. Именно вот эта камера с видеорегистратором. В комплекте все так же идет блок питания стандартный. 12 вольт, 2 ампера, можете свой подключить. Крепежный элемент, муфта на RJ45, пакетик с силикогелем и инструкция по подключению. Камера подключается так же, как все XMI-евские камеры. По Wi-Fi. Также по кабелю можете подключить ее кабелем и найти ее тут же в домашней сети с помощью девайс-менеджера на компьютере, с программой CMS на компьютере. Видеорегистратор может ее найти также в домашней сети, как обычную XMI-евскую камеру. Но также в приложении, если подключили по кабелю, можем добавить ее в приложение на смартфоне. Камера у нас получается полностью самостоятельное устройство, IP-камера. Можете вы ее самостоятельно, без всяких других элементов, без видеорегистратора, без компьютера, отслеживать чисто с приложения на смартфоне. Как дома, так и из любой точки мира. Это для тех, кто еще не понял, как работает эта система. Эта вся система работает через интернет. Есть у вас доступ к интернету на смартфоне, есть у вас доступ камеры к интернету, подключена она к интернету, настроена и вещает в интернет. Зарегистрирована она у вас в вашем аккаунте, и вы заходите на нее в любое время, из любой точки мира. Камера установлена на улице, ну, конечно, капец, такого угла я еще не видел в своей жизни. Ну, это, конечно, уже интересное что-то китайцы сделали за последнее время. Реально, которое будет полезно, и я думаю, что будет работать без проблем и без заморочек. Здесь, в общем-то, нечему ломаться и нечему виснуть. Вот. Все видно. Угол, ну, точно я не скажу, что 180, но около того, потому что угол дома я своего здесь вижу, угол той части также я вижу. Камера смотрит очень широко. Понятно, что есть искажения. Там дальше как бы закругления идут. Дома как бы стоят ну как панорамная картинка. Вот так вот. Как земной шарик. Но это камера видеонаблюдения. Если вам нужно слежение широкоугольной камеры, то вот она вам его предоставляет. С видеорегистратора, кстати, подключилась она. Без проблем все так же, как и обычные XMI-евские камеры, но вторичный поток не выводится, только первичный. Не знаю я, что там, где разбираться. Может, у меня видеорегистратор уже устаревший, и нужно брать. Кстати, пошли уже с новыми процессорами XMI-евские видеорегистраторы. Не выводится, видите?
Во вторичном потоке просто черное окно. Но запись ведется, все дела идут на жесткий диск, ведется запись первичного потока, все сохраняется. Кстати, камера с отслеживанием силуэта человека, с определением силуэта человека. Вон, ложное было срабатывание на дерево, и пришло тут же уведомление в приложение. Кстати, очень приятный момент, когда ты с этой камеры можешь видеть и там далеко, и с той стороны. В общем-то, ни с одной камеры, ни с одним объективом ты такое не сможешь сделать, как с этой. Звук есть. Хороший звук, хороший микрофон. Ну, обычный микрофон, вот камеры видеонаблюдения последних XMI-евских камер. Динамик также есть, если нужно, можешь что-то передать в камеру, сказать. Давайте сразу по характеристикам. Может, люди будут идти, покажу вам самый интересный момент, что есть. Так, тревожные настройки на 16 канале. Тестовые люди, именно то, что я вам говорил, силуэт человека можно включить, можно выключить. И именно при включенной будет вам присылать и запись вести по силуэту человека. По остальному нет, если вам это нужно. Настройки компрессия на 16 канал. 265 чистый формат сжатия и разрешение 4 мегапикселя. При этом число кадров стоит 12 по умолчанию, как всегда. Давайте поставим 20. Я думаю, все это сохранится и картинка будет более плавная. Так, 16 канал. Да, сохранилось. Не забудьте переключать, кому важно. Ну, картинка будет более реалистичная. И вторичный поток, внешний поток, разрешение. Только D1 здесь, в общем-то, нечего и менять. Видеозвук в двух потоках, но видеорегистратор что-то, не знаю, пишите в комментариях, может кто что подскажет по этому поводу, может кто уже эту камеру подключал на XMI-евский видеорегистратор. Пасмурная погода, картинка, но на хорошем уровне. Хотелось бы заметить, да, присматриваешься, где же линия именно сочленения, так сказать, склеивания двух картинок. Но ее практически не видно. Если присмотреться опытным глазом, то можно понять, что вот она здесь проходит, здесь небольшое такое смыливание идет, как бы картинка. Но если не присматриваться, то этого и не видно. По дому, ну не скажу я, что какие-то искажения. Может, немного урезаны будут предметы на стыковке двух картинок. Если будет человек проходить, то объем его немного уменьшится из-за обрезки, из-за вот этой склейки. Но не критично, потому что это, опять же, камера видеонаблюдения. Так, вон идет человек, и давайте с приложения. Вот так это все выглядит в панорамном виде. Давайте уже дождемся человека и посмотрим, включим автотрек, не забываем, автотрек. И давайте посмотрим, как камера будет следить за человеком. В приложении это должно сработать. Вот так вот, смотрите. Ну, на видеорегистраторе этого нету, но в приложении автоматический зум. Ну, не знаю, может близко человек пошел или же дальше буду следить. Но вот так вот происходит отслеживание через приложение. Запись на карту памяти, соответственно, наверное, вот так ведется, посмотрим дальше. Ну, а на видеорегистратор просто панорамная картинка выводится статическая, без изменения цифрового зума. Здесь цифровым зумированием подтягивается предмет. Видели вы, старается камера цифрой перемещаться за объектом. Это силуэт человека. И вот такая запись ведется. Далее что? Собрать картинку можно опять в панораму. Продвигать, смотреть растягиванием. О, вот опять человек идет уже там дальше. Ну, как-то работает, но мне кажется, еще допиливать должны. Кстати, камера обновилась. Не успевает как-то она вот за объектом. Чуть-чуть его только это, и он уходит. Задумка неплохая, но есть моменты, видите, но негативные моменты есть. Камера обновилась. Кстати, есть в настройках приложения в разделе об устройстве обновление. Я обновил без проблем, не знаю, что там улучшилось.
По настройкам, смотрите, ну все то же самое, что и в XMI-евских камерах. Разберетесь, здесь все русифицировано. Управление картой памяти, все в настройках приложения. Протягивать картинку можно, если вам нужно, например, с телефона зашли вы, смотрите. Смотрите, приближаете, рассматриваете. То есть до таких мелочей можно... Кстати, сильно качество и не теряется при таком вот зумировании. И учтите, на это влияет именно разрешение. Вот 4-мегапиксельные лучше в этом деле будут работать, меньше будет потери качества. 2-мегапиксельные при цифровом зумировании будет теряться качество. Посмотрел туда, посмотрел сюда, посмотрел общий план, если нужно. Все очень классно. И звук включил. Также все остальные моменты. Фото сделать панорамное, отправить кому-нибудь. Ночная картинка и исходя из погодных условий отличная. Камеры не видно, ну, раздела именно. Но когда вот заметил я переход в ночной режим, правая сторона и ИК-фильтр на некоторую долю секунду притормаживает. И видно переход неравномерный. Прикольно смотреть, но оно на общий фон не влияет работы камеры. С приложения, наверное, все-таки лучше просмотр. Это уже в течение дня я просматривал, смотрел вот в таком ракурсе. Наверное, вести лучше просмотр. Более он как бы реальный с вот такого вот устройства. И вот тот самый момент перехода 3 ночных режима. Человек определен. И включились LED светодиоды. Очень мощные, освещают территорию. Можно их использовать, можно их не использовать. Можно отключить, поставить обычный черно-белый ночной режим, и не будет камера к себе привлекать внимание. Кстати, появляется, видите, при просмотре панорамы такой вот ползунок, так сказать. Ночные режимы. Задал я время, переходит через 30 секунд опять в черно-белый. Черно-белый ставим, и не будет камера переходить в цветной ни при каких условиях. Сейчас она черно-белый перейдет, и так и зафиксируется. И не будет включать LED светодиоды по человеку. Очень хорошо. Угол широкий, видно даже вот ночью. Территория не освещена ничем, нету никаких фонарей. Отсюда камера только вот светит ИК своей подсветкой. Там дальше на магазине камеры. А так никакого освещения больше нету уличного. Плюс освещение, если у вас будет уличное, то камера может и в цвете хорошо работать, в зависимости от мощности уличного освещения. Алгоритм работы камеры, я думаю, многим понятен. Именно вот это отслеживание у нас ведется, автотрек. Ведется в онлайне, как я вам показывал. В записи оно не сохраняется. В записи сохраняется просто панорамная картинка. К примеру, выберем по тревоге, отсортировать. Ролики, все стандартно здесь, как и в любых XMI-евских ICC камерах. И сохраняются такие вот ролики. Видите, одна камера засвечена, другая нет фарами автомобиля, и видно разницу. Появляется вот это именно граница. Воспроизводится, начинается воспроизведение в приближенном вот состоянии, вот так она определяла. Но можно при просмотре менять цифровое зумирование, то есть смотреть картинку при просмотре на карте памяти. На жестком диске видеорегистратора сохраняется, ну, просто картинка. Вот как сейчас мы видим, так она и сохраняется. Вот так вот ведется запись, подается команда по силуэту человека, включается запись на жесткий диск видеорегистратора. Как по мне, неплохой вариант камеры, кому нужна вот именно панорамная камера с широким углом. Поставить, заменяет она, грубо говоря, две камеры, повернутые налево и направо. Вот два в одном устройстве. И плюс склеивает вам с двух камер картинку. Получаете одну единственную картинку широкоугольную.
Это, да, работает, ну, можно сказать, не на отлично, из 5 баллов на 4. Все остальное как-то, вот это автослежение и все остальное, в общем-то, как и в прошлых бюджетных камерах. Оно есть, оно работает, но 50 на 50, наверное, вот так. Оставляйте свои комментарии по этому поводу. И какой основной плюс, что эта камера за доступные деньги. Ты ее можешь купить, не вкладывая огромных средств. И уже в дальнейшем смотреть, как тебе дальше развивать твою систему видеонаблюдения. Данную камеру можно покупать, как я говорил, одну, не обязательно к ней видеорегистратор. Есть у нее куда хранить данные, все у нее есть. То, что должно быть в мини-системе видеонаблюдения. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме по видеонаблюдению, Инстаграм. Всем удачи, до следующих видео.